Ну что, настало время повеселиться? Доброго утра, друзья! Не знаю, как у вас сейчас, но у меня все еще утро, оно проходит вполне себе продуктивно. Я успел одеться, уложить волосы, и теперь мне нужно добраться до студии, чтобы снять новый обзор. Мой путь будет проходить в режиме такого живого блога. И уже на студии я объясню, почему мы сегодня сделали именно так. Пойдем. Мы вышли на улицу, вы можете оценить звук, как микрофон, как пушечка комплектная работает на улице. Она направленная, и она будет отсекать весь ненужный шум. И шума здесь достаточно, например, там какая-то стройка идет, я слышу. И, возможно, вы тоже ее слышите, потому что там достаточно громко. Признаться, я достаточно нелепо себя чувствую с этой штукой в руках. Я пользуюсь таким первый раз. И у меня двоякое чувство. С одной стороны, можно сказать, что я какой-нибудь царь со скипетром. С другой стороны, можно сказать, что деревенский дурак нашел лежащую на земле палку. Тут все зависит от вашего восприятия. Но одно могу сказать точно, это достаточно интересно. И я уже дома покрутил немножко сие устройство. И из него действительно можно выжать достаточно интересный результат. На этом заканчиваем включение. Чуть-чуть попозже снова с вами увидимся. Мы прошли чуть-чуть подальше, и меня тут посетила мысль, что вам нужно показать очень интересные функции этой вещи. Ну, они связаны с функциями вашего телефона, но все же это блогерский комплект, который вы будете использовать со своим телефоном. Например, если сейчас снимает фронтальная камера, я могу перевернуться. На следующем футаже я это сделаю. Давайте я прямо сейчас это сделаю. И вот теперь снимает камера обычная, но микрофон по-прежнему направлен на меня. Ну, вы видите все с обычной камеры. Нужно привыкнуть, сразу могу сказать, что нужно привыкнуть держать руку вытянутой, чтобы ваш голос по отношению к направленной пушке позиционировался. Он был в одном месте, чтобы не было особых перемен. И я заранее прошу прощения, если вы будете замечать какие-то смены в звуке. И это будет, в принципе, обосновано тем, что я буду держать немножко ближе к себе все это дело. Потому что, честно скажу, рука устает, когда ты держишь все это. Потому что оно вроде как и весит немножко. Но когда это происходит продолжительное время на вытянутой руке, это начинает доставлять небольшой, но все же дискомфорт. Мы вышли к достаточно оживленному шоссе, проводим еще один тест направленности микрофона. Сейчас шоссе лежит вне направленности, то есть по противоположную сторону. И если я повернусь, то, скорее всего, вы все услышите своими ушами. Давайте смотреть, давайте слушать. И я попробую поговорить на фоне машин какое-то время. Вот специально спозиционирую микрофон на себя. 3-2, раз, 2, 3. Повернусь обратно и поговорю в положении, когда шоссе лежит вне направленности этой комплектной пушечки. Ну ладно, довольно тестов на этой территории. Пойдем в метро. Все-таки нужно добраться до работы. Мы дошли до станции, есть где-то 5 минут до прибытия поезда, поэтому мы можем спокойно постоять, перевести дух и немного поговорить. Кстати, если узнали станцию, то напишите внизу в комментариях название. Я буду ждать, буду проверять, напишите вы или нет. Да. Если я сегодня в роли такого блогера, то я должен вам напомнить, что у меня есть инстаграм-канал sudakov.sound. Как это правильно пишется, обычно выводится в начале наших обзоров, ну и в конце тоже. Так что, если вы хотите понаблюдать за моей блогерской жизнью более пристально, то заходите. Кстати, я думаю, нужно связаться с моим оператором, сказать, что я уже еду. И это отправление такого видео со звуком я, пожалуй, продублирую себе в Инстаграм. Так что, если вы хотите узнать, что же я там наговорю оператору, то проходите и подписывайтесь.
сделали самый важный тест звука, который, в принципе, в наше время не провести будет ошибочно. Это тест звука голоса через маску. Все та же пушечка, все та же фототехника в виде моего телефона и маска, и мой голос. Наверное, стоит отметить, что я намеренно, не повышая голос, говорю своим обычным, даже более-менее спокойным голосом, чтобы по громкости примерно вы понимали, как звучат шумы посторонние, которые происходят везде вокруг меня, и как звучит мой голос по отношению к этим шумам. Я думаю, следующее включение можно будет провести, когда я уже доеду до нужной мне станции. Я предлагаю вам продолжить нашу игру в GeoGuessr, и напишите в комментариях, на какой станции метро я сейчас, если вы узнаете эти места. Но чуть-чуть попозже я покажу побольше местного колорита, и я думаю, вы узнаете. Я надеюсь, что вы узнаете, по крайней мере, если вы живете в Москве. Так вот, сейчас я хотел бы показать еще одну фишку. Не знаю, насколько она будет уместна на улице. Все-таки сегодня облачно, но достаточно светло. Здесь есть фонарь. Здесь есть фонарь, который дома предварительно я установил фильтр. Сейчас перехожу дорогу, внимание, прежде всего. Я установил фильтр, потому что без фильтра он чудовищно яркий. И с фильтром тоже он чудовищно яркий, поверьте мне, друзья. Он работает в нескольких режимах. И самый-самый-самый тусклый, казалось бы, режим, он просто выжигает мне сетчатку. И я сейчас его включу. И не удивляйтесь, что у меня будет внешний вид такой ошалелой лисицы, которая выбежала на дорогу ночью, которую засветили фарами. Да-да, именно так. Эта штука именно так и работает. Я думаю, к ней нужно привыкнуть просто. Но мне с непривычки это сделать достаточно проблемно. Показываю снова вам пейзажи. Узнаете? Или не узнаете место? В общем, я включаю. Как говорится, держите меня семеро. Итак, кнопка, зажимаю. Так, а знаете, на улице вполне терпимо. Так, вот, это самый сильный, да, режим? Вот так. Это самый слабенький. Следующий. Вот это вроде самый сильный. И снова самый слабый. И фонарик я выключил. Не знаю, лично мне сейчас, когда я смотрю в экран телефона, не особо заметны изменения. Скорее всего, фонарем, это будет правильно, нужно пользоваться либо в помещении, либо если вы снимаете в сумерках или в темное время суток. Так же, как и микрофон, этот фонарь на холодном башмаке можно повернуть на 180 градусов и освещать все, что вы снимаете главной камерой вашего телефона, а не только фронталкой. Ну что, мне осталось дойти еще какое-то количество шагов, как ни странно. И уже ближе к студии, я думаю, мы устроим финальный сеанс связи. Хотел вас все же помариновать до студии, но уже 3 вещи появились, о которых я хочу вам рассказать. Во-первых, забавно, что с этой штукой абсолютно все машины на зебрах притормаживают заблаговременно и дают тебе пройти. То есть, как правило, у меня 50 машин, которые я встречаю на зебрах, они давят гашетку в пол и проносятся. То есть, если бы я не тормозил перед зебрами, как пешеход, меня просто сбивали. С этой штукой все иначе, вот вам и сила видеорегистрации. А второе. Я немножко юлил, когда сказал, что подобных устройств я никаких не трогал в своей жизни. Нет, приходилось. И сказать по правде, вот у этой штуки очень удобная рукоятка. Я к этому дошел уже вот на подходе к студии, но я действительно могу сказать, что здесь удобная и, я бы даже сказал, эргономичная рукоятка, которую очень приятно держать в руке. Она не скользит, учитывая, что сейчас у меня очень потная ладонь после метро, и я хожу достаточно быстро постоянно. Ну, я толстенький, вот. Поэтому ладошки у меня потные, и эта штука не скользит в ладони, это действительно плюс. И еще про микрофон. Я хотел вам сказать, что, само собой разумеется, весь звук, который мы сейчас писали на улице, мы писали с помощью комплектной ветрозащиты. Она сидит на микрофоне, причем, скорее всего, она какая-то соединенная. То есть тут есть и шубка, так называемая, и есть поролоновая составляющая, которая находится внутри, которая не очень видно.
они работают вместе. То есть, по сути, это и ветрозащита, и дополнительная ветрозащита в виде поролонового колпачка, который вы все привыкли видеть на ручных динамических микрофонах. Ладно, я сказал все, что я хотел сказать. Теперь уже точно до встречи на студии. А вот отличная возможность протестировать наш свет. Кстати, здесь достаточно сильный ревер из-за кирпичной стены, поэтому вы можете послушать, как пушка отсекает эту самую реверберацию. Но именно сейчас работает не пушка, к слову. И это еще один тест, это АБ сравнение. Сейчас мы слушаем микрофон нашего телефона. Позвольте, я подкину провод, и мы послушаем звучание пушки в сравнении с микрофоном, который встроен в телефоне. А вот таким образом звучит пушка. Я прошу прощения за эти кадры из какого-то хоррора, когда я вплотную приблизился к камере, но мне просто нужно было найти разъем. Кстати, мы уже на месте. Давайте зайдем на студию. Прикроем дверку. Даже прикроем вторую дверку. Все-таки звук, дело тонкое. Воу, это уже наши кирпичные стены. Погашу, пожалуй, фонарик. Оп. Усядусь на стул и разложу все это великолепие у себя на столе. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на нашу студию. В эфире «Давай запишем», и сегодня у нас обзор сразу на 3 комплекта Rode Vlogger Kit. Поехали! Перед официальным стартом нашего обзора давайте я сниму ветрозащиту. Это логично, мы уже находимся с вами в помещении, никакой ветер нам не помешает. И на самом деле микрофон, скорее всего, будет звучать чуть-чуть получше, не так глухо, как он звучит с ветрозащитой. Поэтому проделаем эту процедуру прямо сейчас. Ну вот, совсем другое дело, и микрофон выглядит даже более респектабельно, и видно виброподвес, к которому мы обязательно вернемся. Итак, в сегодняшнем видео у нас сразу 3 комплекта, как я уже сказал. На улице мы с вами пользовались универсальным комплектом, который имеет джек, и он подойдет для различных видов мобильных устройств. Также есть и вот такие 2 комплекта, я разложил их на столе, чтобы вы видели их визуально. Один комплект у нас для устройств под Android, он имеет Type-C микрофон, а второй комплект предназначен для устройств различных яблочных, и он имеет на борту микрофон с Lightning разъемом. Давайте посмотрим, что есть в каждом комплекте, на примере одного из них. Возьмем этот. Как узнать, где какой комплект? Просто берем микрофон. Я продемонстрирую, что в ветрозащите действительно находится микрофон. И смотрим, какой здесь у нас разъем. Здесь у нас, как вы, наверное, можете заметить, Lightning. Значит, этот комплект для iOS устройств. Ветрозащита точно такая же, как и на универсальном, к слову. То есть внутри у нас какой-то поролон, а снаружи у нас мех, шубка, которая помогает бороться с ветром. Помимо этого богатства в наборе у нас есть стойка, она же держатель для руки, такой грипп, так его, наверное, можно назвать, хотя по-русски это звучит немножко странно, грипп. Здесь есть шарик, который можно зажать крутилкой, с помощью которого можно позиционировать вот эту вещь куда вашей душе угодно, тоже достаточно удобно. Есть осветительный прибор, небольшой, но, как я сказал во время нашей с вами прогулки, достаточно мощный. Он работает в нескольких режимах и... Так. Если честно, меня он слепит на самом маленьком, на самом щадящем режиме, что говорить о режиме самом мощном. Все это дело закрепляется здесь на башмак, так называемый холодный, без каких-либо проблем. Вот эта клипса для крепления вашего мобильного устройства, она подстраивается под размер. И если брать, к примеру, универсальный набор,
принципе, вот эта палка из универсального набора и палка из вот этих наборов, они идентичные, они похожи друг на друга. У меня микрофон, точнее не микрофон, а мой телефон влез туда без каких-либо сложностей, даже в бампере достаточно большом, и для меня это было удивлением. Я думал, что придется снимать бампер и вставлять микрофон, телефон прям так, но все прошло без каких-либо проблем, и это действительно здорово. Также в комплекте у нас есть провод Type-C, причем Type-C во всех комплектах, и в комплекте для iOS, и в комплекте под Android. Я объясню почему. Разъем Type-C у нас в осветительном приборе, и чтобы его зарядить, мы будем пользоваться как раз таки вот этим самым проводом. В каждом, кстати, свете у нас имеется встроенный аккумулятор, так что не нужно подключаться проводом к телефону, да и это, наверное, не получится, учитывая, что разъем уже есть в микрофоне, и ваш разъем на телефоне будет занят микрофоном, если мы говорим о вот этих комплектах. Так что заранее заряжаем наш свет походный и уже можем в процессе им пользоваться. Расходоваться будет заряд в аккумуляторе, который встроен в осветительный прибор. Это достаточно удобно. Если мы уже с вами стали говорить о свете, то вот нужно открыть эту коробочку и достать отсюда тоже некое богатство. Вот такая рамка, которая позволит держать на нашем свете вот такой набор фильтров. Тут есть какие-то зеленые, причем в двух оттенках. Красный есть, рыжий, желтый, так, синий, красный и вот такой нейтральный белый матовый. Ну что, в процессе этого ролика мы узнаем, дальтоник я или нет, наверняка. Стоит сказать, что вот в этой рамке можно закрепить только один фильтр. И я думаю, что это единственный плюс этих комплектов, которые мы вместе с нашим оператором выяснили в ходе вот этих съемок. Потому что когда у вас есть несколько фильтров, вы можете как-то взять так вот так, опа, и сочетать, что-то получить новое. Но так не видно, но если... Давайте я посвечу. То есть вот уже что-то интересненькое, да, наклевывается у нас. Здесь можно вставлять только один фильтр, то есть по толщине вот эта рамка фиксирует лишь один фильтр в толщину. Не совсем это, здорово, потому что краски, вы их сочетаете, вы получаете что-то интересное, и в этом вся фишка. В походе на улице и вот там в предбаннике я использовал фильтр вот этот, белый, нейтральный, матовый. Использовал я его скорее из-за того, что он, немножко размазывает, так скажем, свет, он становится не таким резким, и он действительно становится чуть тусклее. И, как я уже сказал, даже на самой маленькой настройке по яркости, даже с фильтром, глаза мне однозначно режет, но я думаю, все-таки это дело привычки. Все то же самое, что мы сейчас с вами перечислили, касается и второго набора для Android. Единственное, здесь у нас, если вы присмотритесь, есть Type-C разъем для подключения к телефону. По поводу микрофонов и по поводу главного отличия вот этих комплектов от универсального комплекта. Вы, наверное, заметили, что здесь у нас нету виброразвязки в виде паука райкотовского, который присутствует здесь. Все очень просто. Здесь тоже есть резиновая виброразвязка. Она присутствует на вот этих самых резиновых ножках. То есть, когда вы подключаетесь к вашему телефону, резиновые ножки соприкасаются с корпусом, и если у вас идут какие-то вибрации по корпусу телефона, они не попадают на микрофон, это достаточно удобно. Здесь же мы имеем историю немножечко иную, у нас есть, вообще на самом деле нигде не указано, что именно это Райкот, но я знаю, что Rode сотрудничает с Райкот, что они пользуются на тех же пушках NTG их виброразвязками, виброподвесами, и вот здесь как раз таки использован подобный подвес, в него крепится микрофон. Вы видите, что там по сути два не связанных друг с другом контура, которые позволяют избегать каких-то вибраций низкочастотных, и это очень удобно, когда вы несете подобную конструкцию в вашей руке, как мы это делали чуть ранее. Здесь подключение у нас осуществляется через провод, причем со стороны телефона у нас 4-контактный разъем в виде маленького джека, а со стороны микрофона у нас уже 3-контактный стандартный... О, свет решил включиться. Я поясню, что за кадром мы его как-то включали, а он не включался, и, видимо, сейчас
сподобил заработать, что тоже достаточно интересно. Так вот, вернемся сюда. Со стороны микрофона у нас трехконтактный стандартный разъем, то есть, вставляя сюда микрофон, вы не будете слышать что-то в динамиках, потому что, по сути, это такой, будто бы вы вставили в ваш микрофон, ваш телефон гарнитуру, что-то я сегодня все время заговариваюсь, и телефон видит это устройство как гарнитуру. Вот такие интересные подробности. Да, стоит отметить, что здесь у нас крепление немножечко иное. У нас появляется планка, к которой крепится осветительный прибор, и райкод с зажатым микрофоном. Также есть отличие в самих микрофонах. Универсальный комплект отличается от остальных тем, что здесь у нас имеется разъем джек, и у нас идет подключение по джеку. И в других комплектах, если вы посмотрите, сзади имеется тот же самый джек, и позвольте я объясню, зачем здесь он нужен. Здесь он выступает в роли такого мониторного выхода, то есть сюда мы с вами можем подключить наушники и в режиме реального времени слушать то, что мы с вами поназапишем. Логично, что в универсальном комплекте такой функции нет, потому что там нету разъема для подключения, ну, либо в Type-C, либо в Lightning разъем на самом телефоне. Давайте будем немножечко завершать этот ролик, и я поговорю немного о своих чувствах, о своих эмоциях. Пока я шел, это действительно непередаваемо, особенно когда ты занимаешься чем-то подобным в первый раз. Но это был очень и очень даже интересный опыт. Устройство мне понравилось, и я бы даже сказал, что универсальный комплект понравился мне больше, чем, ну, например, комплект с Type-C, потому что здесь у нас имеется райкод, и, ну, все же вот к такому типу развязки по вибрации у меня как-то больше доверия, чем, ну, вот, к таким резиновым ножкам, которые у нас есть здесь. Я жду в комментариях вас, друзья. Напишите ваше мнение по этому поводу. Если вы блогер, то напишите, был ли у вас опыт пользоваться какими-то вот такими селфи-палками, так их назовем. Как вам качество звука? Про качество картинки, по крайней мере, на телефон можете не писать, потому что, ну, там были проблемы, и у меня не самый крутой телефон, не с самой крутой фронтальной камерой. Это был живой полевой тест. В принципе, то, чего может добиться совершенно любой человек. Вот даже я, максимально далекий от видеосъемки человек, мог получить подобную картинку. Напоминаю, что это был канал «Давай запишем», и напоминаю, что здесь мы с вами общаемся про аудио. Напишите комментарий, подпишитесь на канал, если этого еще не сделали, и поставьте лайк, если ролик пришелся вам по душе. Я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике.